Привет! Приветствую вас в мастерской дяди Лёши. Ну что, название ролика вы видели, поэтому долго разъяснять не буду. Недавно я обзавелся вот такой вот штукой. Это сверлильная стойка для дрели. Сюда вставляется дрель. А я хочу сделать из нее, так сказать, полноценный сверлильный станок со столиком. Ну, типа как координатный столик. В общем, чтобы в двух осях он перемещался. Но для этого, для удобства просто нужны будут винты с левой резьбой. Потому что, когда я делал вот эту приспособу, вот этот винт, на нем резьба правая, и неудобно. Потому что перемещается, в общем, тиски перемещаются не в ту сторону, куда по ощущениям при вращении должны, так скажем. Поэтому я озадачился тем, чтобы научить станок резать левую резьбу. А чтобы это сделать, нужно в гитару вставить еще одну шестерню, так называемую паразитную шестерню. Почему паразитная? Потому что она, в общем-то, выполняет только функцию разворота направления вращения. Вставив эту шестерню, мы развернем направление вращения ходового винта. И таким образом сможем нарезать левую резьбу. Сейчас я вам все расскажу, покажу. Поехали. Паразитную шестерню нужно как-то закрепить. И я решил сделать вот такую скобу вокруг шпенделя. Поскольку вырезать скобу из цельного куска 10-миллиметровой стали, в общем-то, не очень-то и просто, довольно проблематично, я решил сделать ее составной из нескольких частей. Первая часть будет вот эта, она будет крепиться штатными болтом и шпилькой к передней бабке. Вторая часть над шпенделем, что-то вроде перемычки. И третья деталь, это вот такая вот, ну, как вроде штанга с отверстием для крепления паразитной шестерни. Здесь немного сместилось вот это отверстие, поэтому подправим его, поставим на место. Вот так. Скреплять детали между собой будем по-разному. Вот в этом месте скрепление будет осуществляться сваркой. А самое интересное крепление будет вот в этом месте сопряжения. Здесь будет крепление болтом и штифтом, ну или коксом, как его называют. Чтобы было более понятно, я сделал вот так вот в разрезе. Понятно, да? Сверху болт, под ним штифт в отверстиях. Все остальные размеры, такие как расстояние между всеми отверстиями и привязка к центру шпенделя, выглядят вот так. А составные части этой детали по отдельности я сделал отдельно, все со своими размерами. Ссылка на этот эскиз будет в описании. Обратите внимание на положение отверстия под паразитную шестерню. Я не зря подправлял его положение, потому что по задумке его центр должен быть на одной горизонтальной линии с центром шпенделя. Вот примерно вот так. Ну и вот они, детали, в общем-то, готовы. Изготавливал я их привычным способом, ничего нового. Все это вы можете увидеть в ранее выходивших роликах, ну, например, вот в этом. Таким же способом я изготавливал и детали для сборки фрезерной приспособы. Таким же способом я изготавливал детали для сборки строгальной приспособы. В общем, я довольно часто использую такой способ обработки. Поэтому заостряться на этом как-то не хочется, а перейдем к более интересным этапам. Таким как сверление отверстий. Сверлю я с помощью самой первой своей приспособы, которую я изготовил самой первой, когда у меня только появился станок. При помощи этой приспособы впоследствии была изготовлена фрезерная приспособа, которая уже в свою очередь расширила возможности станка.
Выглядит эта приспособа вот так, просто планка с отверстиями на конусе Морзе для задней бабки. Детали крепятся с помощью вот таких вот прижимных пластин с болтами под ключ. Вот одно отверстие готово. И сейчас покажу, как вообще в принципе происходит подготовка и сверление с помощью этой приспособы. Она хоть и старая, но зачастую выручает. Вставляем в патрон конус, который играет роль центровки. Вот так. Подводим приспособу поближе. Берем деталюшку с накерненным будущим отверстием. Подставляем керненным местом к центру. Немножко неудобно, но тем не менее выполнимо. Еще немного подвинем вот так вот, чтобы поудобнее было. И зажимаем. Вот так. Берем центровочное сверло, вставляем. К сожалению, сам процесс центровки на видео не попал. Видимо, я забыл включить камеру. И сверлим сначала пятерочкой для того, чтобы отверстие получилось более аккуратное, потому что потом шестеркой, когда будем проходить, она уже пойдет по готовому отверстию, будет просто его расширять немного, и отверстие получится более точное. И теперь сверлим шестеркой. Так. Берем стружечку и снимаем. Получились вот такие аккуратненькие отверстия. Для сверления ответных отверстий во второй части нашей скобы я приварил вот такие вот перемычки. Это просто куски гвоздя приварил, чтобы части не смещались относительно друг друга. И теперь можно сверлить отверстия по вот этим отверстиям, как по направляющим. А потом уже будем сваривать между собой первую и вторую части. Сверлить буду при помощи шуруповерта в тисках. Единственное, что немного не рассчитал угол камеры, поэтому получилось так, что практически ничего не видно. Да и, в общем-то, я думаю, тут особо-то смотреть нечего. Сверло сверлит, просверлили. Так, чтобы видно было, обметем немного. И теперь можно срезать перемычки. Стоп. С перемычками я, кажется, поторопился. Нужно же еще нарезать резьбу. А ты, елки, мечикодержатель сломался. Ха-ха, говно китайское. Ну что ж, ладно, дорежем резьбу по-другому. Развернем тиски более удобной стороной. Мечик у нас уже зашел, поэтому центровка его не нарушится, он дальше уже будет резать как надо. Зажимаем мечик в тиски и дорезаем резьбу, уже вращая саму заготовку. Тяжеловато, но тем не менее идет. Так, резьба дорезана, скручиваем все это дело с мечика. И теперь точно идем срезать перемычки. Вот что получилось. Отверстия полностью соосны, детали не сместились, в целом все хорошо. А вот теперь можно пойти приварить первую ко второй. Ну вот, приварил, зачистил. Правда, сварка получилась такая не очень симпатичная. Ну, в конце концов, не на выставку же. Опыта все-таки у меня еще маловато. Попробовал завернуть сюда болт, все нормально, все заходит, держится. И теперь нужно совместить вот эти отверстия с помощью штифта. Точим штифт.
Так, а теперь размечаем отверстие. Я сделал вот такой вот вроде циркуля, что ли. Подзакалил немножко кончики, но вроде бы работает. И берем по линейке приблизительно размер 87,5. Конечно, по линейке точно не получится, будет плюс-минус, но поскольку сама паразитная шестерня у меня будет крепиться на эксцентрической втулке, поэтому эту погрешность в размере мы выберем за счет эксцентричности втулки. Вот этот мы размерчик сейчас берем на линейке и отмечаем вот такую дугу. Отмечаем. Сейчас вы поймете, для чего это все и почему так. То есть я не зря говорил, что делается привязка к центру шпенделя. Теперь берем вот этот размер, 74 мм, и отмечаем вот такую дугу. И эта дуга вместе с горизонтальной осью вот этого нашего отверстия даст нам точку для кернения центра отверстия. Отмечаем и керним, потому что от него будем отталкиваться дальше. Теперь берем вот этот размер между центрами отверстий 30,8 и точно так же размечаем дугу. Вот это отверстие под шестеренку, это верхнее отверстие, а вот размечено нижнее. И также керним. Итак, все кернышки под отверстие у нас готовы. Вот этот и вот этот. Сверлим. Сверлим также с помощью все той же приспособы. Больше эту деталь, пожалуй, никак и на станок не пристроишь, чтобы просверлить. Но сверление всех отверстий я показывать не буду. Я думаю, понятно, как это все происходит. Примерно вот так вот эта наша скоба будет сюда становиться. Вот они, наши отверстия. Нужно выкрутить вот этот болт и вот эту шпильку, чем мы сейчас и займемся. Выворачиваем. Штатный болт, который стоял здесь, он коротковат, поэтому взял, ну так, просто для пробы подлиннее. Просто, чтобы попробовать. Ну а шпильку берем, заворачиваем туже. Немножко подожмем, чтобы все это дело на месте стояло, никуда не дергалось. А вот так будет становиться сама вот эта планка под шестерню. Но здесь мешает вот этот датчик скорости вращения. Вот планка упирается в этот датчик. Поэтому вот сюда под шпильку и под болт придется подложить шайбы. Толщина шайб 6 мм, как показывают замеры. Сама скоба подвинется, и вот уже сама вот эта планка съемная, она будет стоять так, что не будет мешать. Еще один момент, что вот эта поверхность оказалась немного выше. Если поставить обратно вот эту планочку, которая держит боковую крышку гитары, то поверхность скобы получилась несколько выше, где-то миллиметра на 1,5. И это приводит к тому, что крышка при установке не садится на свое место как положено. Вот здесь вот остается такая ступенька, как бы зазорчик. Поэтому скобу нужно вот в этом месте, я ее болгарочкой, в общем, немножко на миллиметр-1,5 обдеру, скажем так. Вместо шайб было принято решение сделать вот такую планочку толщиной 6 мм. Одно из отверстий уже было, это я что-то когда-то делал, я его просто рассверлил, а второе просверлил под размер. Вот так она будет ставиться. А вот так это будет выглядеть уже со скобой. Штатную шпильку, которая была здесь по заводу, я решил заменить на другую. Изготовил шпильку с более длинной резьбой, потому что на штатной шпильке для крепления скобы с планкой уже резьбы было недостаточно. Накрутил на шпильку гаечки и пробуем все это дело теперь ставить на место. Как я уже говорил, штатный болт тоже короткий, поэтому я взял болт подлиннее. Я его снял с суппорта, когда я его ремонтировал. Об этом тоже есть ролик, можете посмотреть. Ставим, крепим, закручиваем.
Зажимаем на постоянно. Уже сниматься эта часть скобы не будет. Будет сниматься только планка. Сразу решил выставить контргаечки вот эти вот под крышку, чтобы крышка устанавливалась на свое место как положено. Так, законтрим. И вот теперь посмотрите, что получается. Отверстие у нас как раз на одном уровне с центром шпенделя. Теперь самое время приступить к нарезанию зубов на шестерни и изготовлению эксцентрической втулки для, собственно, крепления этой паразитной шестерни на место. Еще не совсем понимаю, как в конечном итоге будет выполнено это крепление, потому что места очень мало. Нужно будет, наверное, какой-то болт, как-то что-то. Ну, в общем, по ходу изготовления, по ходу конструирования, так скажем, что-нибудь будем придумывать. При нарезании зубов на шестерни для закрепления делительного диска мне поможет вот эта приспособа. Ролик об ее изготовлении на канале тоже есть. Поэтому сейчас я объяснять, для чего она, не стану. Я ее разберу и покажу, что будет дальше. Я сделал вот такой вот бумажный круг с жестяным диском. На круге сделана разметка 24 секторов, потому что шестерня будет 24-зубая. И теперь мы этот диск с этим бумажным кругом закрепим во внутреннем отверстии шпенделя со стороны гитары. Подожмем точно так же, как приспособу. Далее беру из проволоки, согнул указочку такую, с одной стороны заточил, чтобы более точно указывала. Вот так вот прикладываю и неодимовым магнитом просто прижимаю к передней бабке. Вот так вот. Стоит под магнитом довольно жестко, то есть даже если случайно где-то заденешь, никуда не денется. Для фиксации шпенделя с патроном в определенном положении для предотвращения его проворота поджал верхнюю шестерню гайкой поплотнее, то есть она свободно уже не крутится, и просто-напросто ввел зацепление эту шестерню шестерней шпенделя. И теперь фиксируем рейку гитары в своем положении. Несмотря на то, что шестерня зажата, в принципе рукой за патрон шпендель достаточно свободно проворачивается. Таким образом и будем переходить от зуба к зубу. Пока заказанная шестерня где-то там движется ко мне, еще не пришла, я решил попробовать изготовить шестерню из капролона. Сделал такую вот оправочку, проставочкой поджал заготовочку под шестерню. Ну и теперь, собственно, остается нарезать зубья. Вместо содержателя устанавливаем приспособу, о которой я сегодня вспоминал уже не раз, вернее ролики об ее изготовлении. Зажимаем ее на месте. Так. Укомплектовываем, так сказать, приспособу. Ну, то есть я сделал вот эту ручку, чтобы для хранения просто было удобно. Ну и вот так вот это все дело будет работать. Так, поехали нарезать зубья. Подаю приспособу поперечной подачей на 0,5 мм, ну, по лимбу, да, по диаметру. И потихонечку, зуб за зубом прорезаем.
Получилась вот такая шестерня в итоге. Пробую прокатать ее по заводской. Катается вполне себе нормально. Немножко неполное зацепление, но капролон против стальной шестерни все-таки мягковат. И я думаю, приработается, и впоследствии зацепление будет более полным. Вот это отверстие шестерни такого большого диаметра именно потому, что там внутри будет эксцентрическая втулка. И внутри этой втулки нужно будет как-то еще разместить крепежный болт. Вот сейчас, наверное, это мало понятно, как это будет выглядеть. Увидите все, когда будем ставить на место. Кстати, вот эта шестерня, это не та, на которой я показывал нарезку зубов. Ту шестерню я благополучно запорол. Вот, видите, пространство между зубами слишком широкое, где-то пролетел. Дело в том, что оправку приходилось снимать, потом заново выставлять по разметке на диске, и, видимо, в результате вот этого снятия, выставления где-то пролетел. И если прокатить по ней нормальную шестерню, то как раз вот в месте вот этого вот широкого пространства межзубого происходит набегание зуба на зуб, а это очень нехорошо. Чтобы понять, как будет исполняться крепеж шестерни к штанге, решил сначала обточить болт, чтобы потом под него уже подгонять размер эксцентрической втулки. Сделал небольшую оправочку, нарезал в ней резьбу М8 и просто закрутил туда болт, и буду сейчас его обтачивать. Ему нужно немножко укоротить, сделать пониже головку и уменьшить диаметр. В данный момент у него диаметр 12, там что-то с чем-то, а нужен 10 миллиметров. Ребята, вы наверняка заметили, что цвет стальных деталей станка несколько изменился. Посмотрите, все заржавело. Меня не было в мастерской всего 3 дня. Как раз были дожди у нас. Я захожу, и у меня тихий ужас от этого всего. Это я вот сейчас уже помазал маслом все, чтобы откисла эта ржа. Это обалдеть, это просто страшно. Везде на маховиках, вот этот маховик алюминиевый, на нем была прям такая шуба оксидная. 3 дня не было, 3 дня. Я в шоке. Как в прошлый раз снимал нарезку зубов на шестерни, так вот диск этот и стоит. То есть был занят, некогда было зайти даже в мастерскую. А пришел и чуть в обморок не упал. Все позаржавело. И скоба вот эта, которую делал, и вон там, везде ржавчина. Почему-то вот не понимаю, как так, как будто кислотой обрызгали. А посмотрите, что с этим болтом. Он ржавой шубой взялся аж. Жуть какая-то. Такие вот дела. Ну да ладно, хватит охать, продолжаем. Точим болт. Пожалуй, эскизик вот этого крепежного узла крепления шестерни к скобе я тоже выложу и будет доступен для скачивания, а ссылки будут в описании. Проверяю, как заходит ключ во внутренний шестигранник, потому что высота головки почти на 3 мм стала меньше, и нужно убедиться, что он там хорошо сидит, ну и хорошо заходит. И теперь пришла очередь эксцентрической втулки. Так я имитирую прижатие втулки к скобе, чтобы конфигурация самой втулки позволяла шестерне вращаться, не зажимала ее.
После отрезания немного привожу торечек в порядок, потому что резал в раскачку и торец получился не совсем ровный. Но это не беда, сейчас подровняем. Ну и вот так вот втулка будет выглядеть в самой шестерне. И теперь нужно просверлить эксцентричное отверстие. Центр отверстия должен быть сдвинут на 1 мм. Я долго пробовал и экспериментировал за кадром. И в итоге пришел к вот такой вот установке. Смещение центра похоже на миллиметр. Ну, плюс-минус, в общем, пойдет. Сверлим отверстие. Сверлю сверлом на 7. А потом прохожу торцевой фрезой на 8. Попробуем примерить сюда болтик. Да, довольно сильно болтается, потому что диаметр резьбы болта заметно меньше, чем 8 мм. Ну да ладно, потом при установке посмотрим. Если это будет сильно мешать, то выточим другой болт с калиброванной частью. Теперь расточим посадочное место. То есть, ну, оно не посадочное, просто место для головки болта, куда головка будет прятаться, как в паттай, чтобы она у нас не упиралась в шкив шпенделя. Ну, вот так вот головка болта сюда прекрасно заходит. Оп, и головка болта провалилась и не выступает. Замечательно. Вот так вот это выглядит поближе. То есть, видно, да, отверстие смещено. И теперь попробуем прикрутить это все дело к нашей вот этой штанге скобы. Болт, конечно, длинноват немного, резьбу потом укоротим. Так, подзажмем. Ну и что у нас получилось? Ну вот, шестерня отлично вращается. Надо будет туда смазочки еще напихать. Ну а так, в принципе, ничего ей не мешает, все на месте. Попробуем все это дело теперь установить на свое место. Так, что-то тут не получается, что-то где-то мешает. В общем, верхняя шестерня гитары, вот эта вот, она не дает выставить шестерню в нормальном зацеплении с шестерней шпинделя. Поэтому надо вот эту штангу гитары отвести дальше путем снятия вот этого вот ограничителя. Без него она вот так вот выводится за пределы габаритов станка, скажем так. Так, я подослабил болт наш вот этот крепление, чтобы эксцентрическая втулка на нем могла вращаться. И таким образом, прижимая саму паразитную шестерню, эксцентрическая втулка поворачивается и есть возможность ввести зубы в полное зацепление. Выставляем шестерню, как она будет стоять. И аккуратненько, стараясь не провернуть ее, вытаскиваем, потому что в таком положении туда ключом залезть невозможно, чтобы зажать болт. И теперь зажимаем болт. Ставим. Отлично, отлично, плотненько стоит. Так, закручиваем все это дело на место. Вот так вот. Ну, чуть-чуть есть немножко зазорчик между зубами, но я думаю, это не страшно. По крайней мере, для испытаний вполне хватит. Отлично крутится, ни задеваний никаких, ничего.
Я вывел, так скажем, из действия вот этот вот концевик, который предотвращает включение станка со снятой крышкой гитары. Поэтому сейчас вы сможете увидеть все это своими глазами, не закрытой крышкой, так скажем. Отлично, крутится, мне аж нравится. Я, кстати, за кадром добавил туда смазки, и теперь оно все собрано и работает как надо. Пришла очередь шестеренки гитары. Так, ну и теперь пробуем уже запускать ходовой винт через эту нашу паразитную шестерню. Ты поглянь, крутится. Ну, можно сказать, что дело сделано. Осталось только провести испытание. Немного расскажу и покажу, что у нас тут все-таки получилось. Вот здесь зазор между скобой и датчиком оборотов получился около миллиметра, может быть чуть больше. Зазор между шкивом шпинделя и шестерней порядка где-то 0,6-0,8 миллиметра. Но главное, что ничего не задевает, не касается и, что называется, слава богу. Все крутится, все работает. Но надо сказать, что больших нагрузок здесь не будет, потому что резьбы я режу в основном при помощи приспособы. А во время точения, когда не требуется нарезание резьбы, я эту шестерню буду снимать. Итак, пришло время испытаний. Я подготовил вот такую вот заготовочку, чтобы попробовать нарезать резьбу. Так, пробуем. Первый проход. Ну, очень даже неплохо, я вам скажу. Вполне себе. Ну, первый он первый. Первый всегда хорошо получается. Немножко рано выключил. Так, второй проход. Ну, вроде бы нормально. Попробуем дальше. Надо сказать, что шаг здесь установлен большой. Точно сейчас не скажу, по-моему, тройка. По-моему, 3 миллиметра шаг. Но это не важно, поскольку я не изготавливаю резьбу, а просто пробую, как работает паразитная шестерня. Посмотрим, что получилось. Немного, видимо, резец нужно было подправить еще, потому что, ну, резьба получается такая с драными краями, как бы. Да, это еще и пруток такой. В общем, не важно, главное, что работает. Вот такая вот резьбочка. Левая, обратите внимание на витки, присмотритесь. Левая резьба, пожалуйста. Вот про эту приспособу я говорил, на канале тоже есть про нее ролик. То есть вот таким вот макаром нарезается резьба, кто не знает. Посмотрим на шестерню после нарезки резьбы. Вполне себе все хорошо, никаких замятий, все зубы целые на местах. То есть в принципе можно сделать вывод, что и капролоновая шестерня вполне себе нормально работает. Ну и вот такая штука получилась. Не смотрите, что резьба такая драная. Это просто, ну, сырой металл, сырая сталь, сродни пластилину. Поэтому, собственно, показывал я это не для
качественной резьбы, а для того, чтобы посмотреть, как режется левая резьба, как получается, выдерживает ли шестерня. И надо сказать, нагрузки вынесла она довольно достойно. Нужно будет еще немного порепетировать и потом уже нарезать полноценную левую резьбу, ну, собственно, и посмотреть. Шаг здесь еще, троечка, как бы, ну, все это не для самой резьбы, а для того, чтобы попробовать было сделано. Заходите в группу «Мастерская дяди Леши» ВКонтакте, на мою страничку в Инстаграм, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А на сегодня у меня все. Всем пока, всем привет.